В день свадьбы родители невесты унижали отца жениха за то, что он работает уборщиком. Но когда он раскрыл свой свадебный подарок, все обомлели. Питер был взволнован, когда ехал в дом своей невесты, где родители его жены наконец-то встретятся с его отцом. Для молодого человека этот ужин стал еще одним важным шагом на пути к свадьбе, которого он и его будущая жена Эмили ждали с нетерпением. Его отец, Томас, мужчина средних лет, с мягким и скромным выражением лица, разделял ту же радость, радуясь тому, что его сын женится. «Они тебе понравятся, папа. Они действительно хорошие люди, хотя и немного мелочны», — сказал Питер. Эмили всегда очень любила своего свекра, восхищаясь его простотой и добротой. С другой стороны, ее родители, всегда заботившиеся о внешнем виде и статусе, очень хотели познакомиться с отцом своего зятя, но у них были совсем другие ожидания. Вечер обещал быть незабываемым, но не по тем причинам, которых ожидали жених и невеста. Как только Томаса представили родителям девушки, настроение изменилось. Первые вопросы были вежливыми, но вскоре беседа приняла неприятный оборот. «А чем вы зарабатываете на жизнь, Томас?» — с любопытством спросил отец невесты. Не колеблясь, скромный человек гордо ответил: «Я уборщик в университете. Я работаю там уже много лет, и мне действительно нравится то, что я делаю». В комнате повисло неловкое молчание. Супруги разочарованно переглянулись, явно не одобряя профессию отца своего нового зятя. Эмили, почувствовав напряжение, попыталась сменить тему, но ее усилия были напрасны. «Видишь ли, мы ничего не имеем против тебя, Томас. Просто мы надеялись на что-то большее для нашей дочери», прокомментировала мать с таким презрением, что бедный уборщик почувствовал себя униженным. Он посмотрел на них немного расстроенно и сказал: «У моего сына впереди блестящее будущее. Ваша дочь, безусловно, в хороших руках». Родители невесты, пытаясь сгладить ситуацию, быстро добавили: «Просто мы родители. У нас есть свои переживания». Ужин, который должен был стать праздником, превратился в напряженное и неприятное мероприятие. Томас чувствовал себя не в своей тарелке, задаваясь вопросом, не является ли само его существование препятствием на пути к счастью его сына. На обратном пути после ужина, который закончился неудачей, Питер извинился перед отцом за поведение своего тестя. Отец, со своим обычным смирением, печально улыбнулся и ответил: «Не волнуйся, сынок. Что действительно важно, так это твоя любовь к Эмили. Ты женишься на ней, а не на ее родителях». Томас всегда был человеком простых принципов. Он один воспитывал своего сына после того, как его жена умерла при родах. Несмотря на трудности, он стремился обеспечить сыну достойную жизнь, всегда усердно работая уборщиком. Его мир вращался вокруг Питера, и этот бедный человек делал все, что мог, чтобы у его сына было хотя бы самое необходимое. Благодаря преданности своему делу и поддержке отца мальчик вырос умным и решительным молодым человеком. Он получил стипендию в известном университете, где познакомился с Эмили, дочерью преуспевающих родителей. Они не были миллионерами, но у них была комфортная жизнь и определенные социальные требования. Эмили была очень скромной, в отличие от своих родителей, и не заботилась о богатстве или лишних вещах. Она просто хотела вечно жить со своим возлюбленным. Когда они, наконец, назначили дату, Томас был в таком же восторге, как и его сын. Однако он и представить себе не мог, что встреча с родителями невесты будет полна грубостей и неприятных комментариев из-за его профессии. Воспоминание о том ужине навсегда запечатлелось в памяти уборщика. Томас не мог забыть выражение презрения на их лицах, когда он рассказывал, в чем заключается его работа. Еще одна вещь, которая расстроила его, это когда они заговорили о свадебных подарках. «И какой же грандиозный подарок ты собираешься им преподнести, Томас?» — спросили родители невесты, подразумевая, что любой его вклад в организацию свадьбы будет незначительным по сравнению с тем, что они сами могли бы предложить. В последующие дни мужчина грустил,
чувствуя себя униженным и неуверенным в себе. Он знал, что свадьба будет пышным торжеством, на которое родители Эмили выделят значительные финансовые средства. Что он, простой уборщик, мог предложить такого, что соответствовало бы празднику? Бедняга проводил бессонные ночи, думая о том, что он мог бы сделать для свадьбы своего сына. Он хотел показать свою любовь и гордость за Питера значимым образом. В эти минуты размышлений в его голове появилась идея, нечто уникальное, что только он мог предложить этой паре, и что очень понравилось его сердцу. «Надеюсь, им это понравится. Для меня это очень важно», – пробормотал он. Наконец настал важный день, и свадьба должна была стать интимным и значимым событием, как того хотели Питер и Эмили. Предполагалось, что праздник будет небольшим, всего с несколькими близкими друзьями и их родителями. Однако, когда молодожены прибыли на место проведения церемонии, их ждал неприятный сюрприз. Простое мероприятие, которое они выбрали, превратилось в зрелище роскоши. Они быстро обнаружили, что родители девушки вмешались и наняли свадебную команду, чтобы все устроить. Вместо интимного мероприятия они сделали большую, экстравагантную церемонию. «Это наш подарок тебе, дорогая. Свадьба, достойная принцессы», — с гордостью объявили они. Эмили, раздраженная и расстроенная, увидела, как ее мечта о чем-то простом и личном исчезает у нее на глазах. Жених, понимая, насколько расстроена его возлюбленная, попытался ее успокоить. «Все в порядке, милая, это все еще наш день. Важно то, что мы вместе», — сказал Питер. Тем временем прибыл уборщик. Он приехал на место проведения свадьбы в самом лучшем костюме, который только смог найти. Как только мужчина переступил порог этого места, он был очарован красотой, совершенно не подозревая о том, что это дело рук родителей невестки. Его лицо светилось от счастья, ему не терпелось увидеть, как женится его сын. Однако его радость была быстро омрачена поведением родителей невесты. «Послушайте, мистер Томас, мы за все это платим. Это прекрасно, не так ли? А что вы привезли для молодоженов? Надеюсь, это не набор для уборки», — усмехнулись родители Эмили, вызывая смех у гостей, которых они сами пригласили. Мужчина почувствовал себя униженным. Его щеки вспыхнули от смущения. Но уборщик сохранил спокойствие, стараясь не позволить их насмешкам испортить радость дня. Поэтому, вместо того, чтобы опустить голову, Томас ответил с такой грацией, что всем присутствующим стало немного не по себе. Он говорил искренне, показывая свою истинную сущность и заставляя некоторых гостей чувствовать себя неловко из-за собственного мелочного поведения. Затем он добавил, что его подарок будет доставлен позже, поскольку он имеет большую эмоциональную ценность, и он предпочел бы вручить его жениху и невесте после церемонии, чтобы все внимание было сосредоточено на них. Это только еще больше разозлило невежественных родителей Эмили, которые во что бы то ни стало хотели высмеять беднягу. Церемония состоялась, но родители невесты все еще пытались затмить уборщика. Во время произнесения тоста они снова начали дразнить его. «Итак, мистер Томас, где ваш очень ценный подарок для наших детей? Нам любопытно, раз уж вы сказали, что это так важно». Столкнувшись с такой ситуацией, Питер вмешался. «Папа, не волнуйся. Твое присутствие здесь – наш самый большой подарок». Эмили также выразила свою признательность, сказав: «Я люблю вас как отца, Томас. Мы будем очень рады всему, что вы нам подарите. Не обращайте внимания на моих родителей». Слова невесты явно смутили ее родителей, потому что они не могли смириться с тем, что она уважала и любила своего свекра. Затем мужчина вышел на минутку и вернулся с огромным свертком. Всем сразу стало любопытно. Он подошел к жениху и невесте со своим подарком. Гости с изумлением наблюдали, как мужчина вручил им большую, тщательно завернутую картину. Когда Питер и Эмили развернули подарок, то увидели картину с изображением леса, безмятежный и приятный пейзаж, который излучал спокойствие. Это была не просто картина, но грубые родители
невесты поспешили выразить свое презрение. Это была картина? Боже мой, Томас, ты серьезно? Однако, что их по-настоящему поразило, так это подпись в углу картины, которую они заметили, только подойдя поближе. Родители девочки чуть не упали в обморок, когда узнали имя художника – Анри Делакруа. Эта подпись превратила картину в чрезвычайно ценное и известное произведение искусства. Питер был в восторге, потому что он вырос, зная, что эта картина, висевшая в комнате его отца, была единственной вещью, которая осталась у него от бабушки и дедушки, людей, которые его вырастили. Когда родители Эмили услышали слова Томаса, они быстро подошли к картине с выражением шока и недоверия на лицах. «Где вы его взяли? Что значит, оно принадлежало вашей семье на протяжении нескольких поколений?» — воскликнули они, почти не веря своим глазам. Эмили тоже была ошеломлена, глядя на картину и на своего свекра, поскольку она выросла в богатой семье и разбиралась в искусстве, поэтому знала, что картина стоит целое состояние. Воцарившаяся тишина была тревожной, все в комнате ждали объяснений. Томас, сбитый с толку внезапной реакцией, начал рассказывать историю, стоящую за картиной. Он объяснил, что полотно было написано его предком, французским художником, чье имя он едва мог вспомнить. Бабушка рассказывала Томасу, что его прадед был художником. Именно тогда родители невесты раскрыли истинную значимость того, что только что сказал Томас. «Ваш прадедушка Анри Делакруа?» — спросили они дрожащими от волнения голосами. Томас кивнул, все еще немного ошарашенный, так как не понимал важности того, что ему рассказали. Даже другие состоятельные гости, знакомые с историей искусства, были ошеломлены. Оказывается, Анри Делакруа был известным художником, чьи работы с годами терялись, становясь чрезвычайно ценными и желанными. Ходили слухи, что наследники Делакруа так и не были найдены, а его утраченные работы считались сокровищами в мире искусства. Родители Эмили, которые всего несколько минут назад высмеивали Томаса, теперь столкнулись с невероятным открытием. Скромный уборщик на самом деле был потомком одного из самых известных художников в истории Франции. Это открытие стало шоком для всех, особенно для них самих, которым было глубоко стыдно за свое предыдущее поведение перед кем-то, кто, вероятно, был гораздо богаче, чем они. Жених и невеста посмотрели друг на друга, разделяя чувство понимания и восхищения Томасом. Родители Эмили попытались взять себя в руки, извинившись перед уборщиком и обращаясь с ним хорошо, понимая, что сейчас они разговаривают с кем-то очень богатым. После удивительного открытия, сделанного на свадьбе, Томас и Питер углубились в изучение своей родословной и обнаружили, что на самом деле они принадлежат к потомкам Анри Делакруа. Это открытие не только подтвердило подлинность картины, но и показало, что на имя его наследников было записано значительное состояние. Вопреки всем ожиданиям, отец и сын внезапно оказались наследниками невообразимого богатства. Несмотря на внезапное изменение своего финансового положения, мужчина решил сохранить работу уборщика. Его решение многих удивило, но для него работа всегда была чем-то большим, чем просто источником дохода. Родители Эмили, с другой стороны, резко изменили свое отношение к уборщику после этого откровения. Они пытались польстить ему, возможно, надеясь на долю наследства, или просто стыдясь своего прежнего поведения. Однако Томас держался на расстоянии, обращался с ними вежливо, но не поддавался на их попытки сблизиться. Его внимание было сосредоточено на сыне, невестке и внуках, которые скоро должны были появиться на свет. Со временем уборщик и его невестка сблизились, и их отношения стали почти как у отца и дочери. Томас был рядом, чтобы поддержать ее в каждый важный момент, проявляя ту же любовь и привязанность, которую он всегда проявлял к Питеру. Семья этого простого человека выросла с появлением множества внуков, наполнивших его жизнь радостью и волнением. Он любил проводить с ними время,
рассказывая им истории об увлекательной жизни своей семьи и художественном таланте своего предка Анри де Лакруа. Каждая история была жизненным уроком, который учил их смирению, трудолюбию и важности сохранения честности независимо от обстоятельств. Он знал, что, несмотря на все деньги, доставшиеся ему в наследство, настоящим богатством в его жизни были люди, которые любили его и к кому он относился всем сердцем. Уборщик доказал, что величие человека измеряется не его богатством, а размером его сердца и глубиной его характера, потому что смирение и честность – это сокровища, которые нельзя купить ни за какие деньги. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Томаса? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.